Дорогие друзья, представляю вашему вниманию малый сольный концерт условно-досрочно, посвященный теме цензуры, ограничений и запретов для юмора в современном мире. Материал, который вы услышите, носит исключительно юмористический характер и затрагивает такие темы, как и приятного вам. Добрый вечер, Мельбурн! Да, я приехал сюда верхом на человеке с головой оленя. Но это не перформанс, это логистика. Вы вообще видели цены на бензин? Это мой второй сольный концерт. Мой первый концерт был настолько сольный, настолько личный, что на него никто не пришел. Даже я. На данный момент это мой лучший сольный концерт. Очень приятно видеть, что сегодня столько людей в зале, и я чувствую, что приходит узнаваемость. У меня недавно попросили мой первый автограф. Это было вдвойне приятней, потому что до этого автограф у меня просил только российский военкомат. Более того, меня позвал на менторство один слабозрячий комик. У него были проблемы с комедией наблюдений. Он говорит: ну что, возьмешься? Я говорю: брат, ну посмотрим. Там видно будет. Сегодняшнее выступление записывается, но не переживайте. Единственные ФСБшники, которые будут в этом зале, это люди, которые пришли сюда с Facebook. По крайней мере, так мне сказал товарищ майор. Сегодняшнее выступление посвящено цензуре, и ради него мне пришлось пойти на большие жертвы. Дело в том, что никто не отменял самоцензуру, и мне пришлось, несмотря на это, отменить свой северокорейский большой тур. Спасибо. Я в последнее время встречаю очень много интересных людей. Скажем, совсем недавно я брал интервью у ветерана. Я выразил ему свое почтение. Потом оказалось, мы с ним вообще о разных войнах говорили. Он еще и на другой стороне воевал. А я говорил оператору: не надо брать интервью у аргентинских ветеранов. Ох уж эти ветераны войны за Фолкленды в 82-м. Также недавно меня вез таксист. Он оказался свидетелем Иеговы. И он мне поведал, что скоро нас всех ждет апокалипсис. Спросил мой возраст. Я сказал ему, сколько мне лет. Он говорит: ну, нормально. Ты, в принципе, свое уже пожил. Это был самый оптимистичный свидетель Иеговы. За эту поездку я поставил ему только одну звезду, зато Вифлеемскую. В его защиту я хочу сказать, что он точно таксует для души. Так-то у него Царство Небесное. Я обожаю мельбурнский мультикультурализм. Совсем недавно я ходил в бар с двумя своими знакомыми, с австралийкой и полькой. И так получилось, что охранником там был серб. И вот серб начинает разговаривать с полькой, он с ней на сербском, она с ним на польском. Австралийка на это смотрит и говорит мне: I'm in love with the Russian language. И я в этот момент представляю, как в следующий раз в этом прекрасном городе мы пойдем с ней в ирландский паб, и я на чисто шотландском акценте буду просить у канадского официанта мой английский завтрак. Я обожаю мультикультурализм. Кстати, Мельбурн в этом году был признан лучшим городом мира. Ну, какой год, такой лучший город. И более того, в Мельбурне сейчас абсолютно бесплатный общественный транспорт. Я считаю, что городу нужно пойти еще дальше и сделать
премиум общественный транспорт в Мельбурне. В Мельбурне это выглядело бы так. Премиум класс трамвая в Мельбурне — это когда я захожу в трамвай, еду, и меня не протыкают ножом. Ну хотя бы не в печень. Ну хотя бы не сильно. Ну пускай это хотя бы по-братски делает мытый человек. Я на самом деле человек очень щедрый. Приведу пример, когда я лежу на пляже в Мельбурне, то ко мне вдруг приходит мысль: а как сейчас в Норильске? А я Норильск видел только на рилсах. У меня там из родственников только медведи. Более того, я живу с соседом, а мой сосед, он как международное право. Он никогда не работал. И я решил ему подарить Telegram премиум по случаю его дня рождения. И после этого он прямо зазвездился. Такая селебрити. Я почувствую себя голливудским продюсером. Я вот так на него смотрю. А я ведь тебя еще с лимитом 800 символов за сообщение помню. А сейчас 3 реакции на каждый пост. Телеграм-канал на 20 подписчиков. Все это благодаря мне. Мир сейчас абсолютно нестабилен. Похлопайте, кто в 2026 смотрит хорроры. Я сразу знал, что это будет первый ряд. Потому что в 2026 при нынешней экономике позволить себе смотреть на какой-то ужас, кроме реальности, могут позволить по-настоящему счастливые и богатые люди. Это очень деловые, ответственные люди. Да, в мире происходит кошмар, но конкретно этот демон приходит ко мне ровно в 8 без опозданий. Недавно встретил американку, она родилась 12 сентября 2001 года. Вот она безбашенная, конечно. То есть человек с первого дня своей жизни живет в новой реальности. Вот. И пока до вас долетает эта шутка, я очень стрессую по поводу того, что происходит в мире. Недавно 10 часов смотрел в стену. Но это, кстати, не самое бесполезное занятие. Потому что я помню, что в России до сих пор есть премьер-министр, а в Чечне Совет по правам человека. Мы находимся с вами на краю земли, и казалось бы, что здесь у нас просто невероятно много свободы. Я действительно могу себе позволить такие слова, как ЛГБТ, военные преступления, коррупция. Но не в одном предложении. Желательно раздельно и без интонации. Давайте тоже не забываться, мы хоть на краю земли. Я считаю, более чем достаточно свободы. В 2026 году невероятно сложно заниматься юмором, особенно русскоязычным. Повсюду репрессии, всяческие запреты. Приведу пример. Нурлану Сабурову был закрыт въезд в Россию на 50 лет. Для Нурлана Сабурова хочу сделать пояснение, что 50 лет — это 600 месяцев. Ему просто в месячных системах измерения понятнее. Но некоторые комики в эмиграции, они так ведут себя жалко, так нелепо. Скажем, анонсировал свой концерт в Мельбурне за полгода до, собственно, концерта. То есть он настолько не верит в то, что он соберет аудиторию. Как это жалко и нелепо. Кстати, у меня через 20 лет будет спешл на Madison Square Garden. Поэтому, родные мои, вот на коленях прошу, пожалуйста, покупайте билеты. Будете даже не ранними пташками. Будете даже не ранними пташками, а эмбрионами. Я занимаюсь стендап-комедией уже 3-й год, поэтому как только у меня появились деньги, я пошел к психотерапевту. И буквально только я к нему захожу, только мы начали разговор, он уже начинает сыпать. Слушай, это бар, СДВГ, ГКЧП, КПСС. Я говорю, брат, тихо, тихо. Мы сейчас такими темпами до НСДАП дойдем.
давай как раньше, просто молоточком по коленке, и потом родители дома ремнем добьют. Ну, нормально. Он говорит, извини, это мой КР. И после этого психотерапевта я действительно поверил, что я третий Иисус Христос. Поясню. Как правило, религиозные самозванцы всегда метят на второго Иисуса Христа. А я подумал, зачем метить в перегретый сегмент, если Бог любит Троицу? Когда мне было 5 лет, и я приехал от бабушки с летних каникул, я не нашел дома своего волнистого попугайчика. Мне сказали, что он улетел в Африку. А потом я узнал, что они там даже не обитают. То есть моя первая детская травма была еще и с географической ошибкой. Похлопайте, кому в детстве говорили, что ваших питомцев увезли в деревню, когда вы их не находили. Вот мне просто интересно, мне так говорили, где та деревня, где мой кот, мой волнистый попугайчик, моя собака и морская свинка. Вот где это Простоквашино? Кстати, мы вообще долго будем игнорировать морскую свинку. Она не морская. Она не свинка. Это просто вот эта крыса-тревожница, которую, если мы уж совсем честными будем, по-хорошему надо называть первый опыт похорон для тех, у кого не было прабабушки. Спасибо. Похлопайте, если вы считаете, что существует достаточно много бесполезных специальностей в университете. Согласен, абсолютно согласен. Вы знаете, врачи, инженеры, вот весь этот бесполезный хлам, это мы сразу отбрасываем. Люди, которые изучают gender studies. Низкий вам поклон. Вы делаете невероятный вклад в наше общество. Я изучаю global studies. И пока вы спрашиваете, что это, мать твою, такое, рассказываю историю. Один человек спросил меня, а зачем я изучаю global studies? Этот вопрос поверг меня в шок. Во-первых, потому что это был мой преподаватель по global studies. Затем он спросил меня, что я считаю по поводу актуальной на тот момент политической повестки, политической ситуации, каково мое мнение. Я говорю, профессор, я бы рад был ответить, но у Максима Каца еще не вышло вечернее видео, поэтому я не могу сформировать своего собственного мнения. Он говорит, ну это понятно, но я-то хочу твоего мнения услышать. Ну что мне оставалось сделать? Я, так и быть, рассказал ему свое собственное мнение. Благо у Александра Штефанова уже вышел полуторачасовой видос на тот момент. Я считаю, что... Похлопайте, пожалуйста. Да. Спасибо. И мне кажется, что время летит очень быстро. Согласны? Потому что людям, которые родились в 2008 году, в этом году исполняется 28 лет. Ну, по моим ощущениям. Я просто учусь на гуманитарной специальности и считать могу только по ощущениям. Я пытаюсь активно вливаться во все социальные кружки. Мне говорят, ходи на мероприятия, знакомься с интересными людьми. Но так как я в основном посещаю лекции по военным преступлениям, то в списке моих контактов добавились Саддам, Башар и Муаммар. Нетворкинг идет отлично. Правда, я теперь под западными санкциями. Я стараюсь активно вливаться в спортивную жизнь своего универа. Недавно на американском футболе мне предложили позицию квотербека. Я говорю, ребят, ну какой я квотербек? У меня даже казахского гражданства нет. Продолжая казахстанскую тему,
Недавно мой знакомый говорит: слушай, мне кажется, что я на 5% казах. Мне нужно сделать генетический тест. Я говорю: брат, если ты хотя бы на 5% казах, тебе нужно сделать бешбармак. Мне очень важно строить сценический образ на сцене. Я стараюсь подавать себя как такого интеллектуала, закрытого эстета, очень загадочного человека. И недавно я спросил у профессионального комика, что он считает по поводу моего образа. Не буду неймдропить его имя. И я у него спрашиваю: слушай, Денис Симулякин, а как тебе мой образ? Он говорит: Серега, да все отлично. Я такого высокомерного аутиста вообще в первый раз вижу. И не звони мне больше. Непросто. Спасибо. У меня есть брат, на которого я хочу пожаловаться. Дело в том, что мой брат, когда летел вместе со мной в аэропорту, мы проходили контроль, и его попросили остаться. Дело в том, что у него, когда ему было 12 лет, в рюкзаке нашли курительную трубку. У него спрашивают: это ваше? Он говорит: мое. Откуда это у вас? Не беспокойтесь, это мне нужно было для постановки Шерлок Холмс и доктор Ватсон. К сожалению, человек, который шел после него и пытался провести 10 килограммов морфия, не смог оправдаться тем, что они ему необходимы для съемок биографии Булгакова. В выборе творческого пути я стараюсь идти по стопам своего отца, а моему отцу в школе на стопу прилетела бетонная плита. Поэтому я до сих пор ищу себя, а ему от этого больно. Друзья, сегодняшний концерт был возможен благодаря... Друзья, сегодняшний концерт был возможен благодаря... Друзья, сегодняшний концерт стал возможен только за счет того, что у вас была свобода выбора, и вы пришли сюда. У меня была свобода слова, и я выступил. Давайте ценить эту свободу и помнить, что в любой момент каждый хэштег может превратиться в решетку. Пускай условно, пускай досрочно. Спасибо огромное! Экстремизм часто связан с насилием. Росту экстремизма обычно способствует плохая социально-экономическая ситуация в стране, падение жизненного уровня населения.